Теперь скажи пару слов нашим подписчикам. Они тебя очень любят. Мене? За що? Я вмію тільки руйнувати, убивати той бетонний кирпич і тому подобне. Привет, друзья! Сегодня говорим о двух темах, абсолютно разных. Первое. Неготовность заказчика нас встретить, даже если он нам дал аванс. Это какой-то нонсенс, да? Вам заплатили предоплату, вы исполнитель работ, вы приезжаете на объект, а начать не можете свою работу выполнять. По причине того, что нет электричества. Николаевич, добрый день. Добрий день. Доброго дня, Олександре. Скільки можна? Як ваше нічого? Отлично. Світла нема, лягаємо спати. Технічатури, елки-палки. И да, вы об этом говорили позавчера. Вы приезжали вчера специально на объект еще раз для того, чтобы подключить переноски, размотать шланги с водой, подключить оборудование, проверить. Ну и вчера не было электричества. И вам заказчик пообещал, что оно появится сегодня в 9 утра, а сейчас уже 10:15, а электричества нет. Вот это готовность заказчика выдать фронт работ, а? Класс! Во сколько сегодня должны были запуститься? 9 годин. И не запустились? Ні, А чего? бо не було світла. Ні, заказчик каже, приїжджайте, воно вже все готово, вас чекаємо. А ми приїжджаємо, нас чекають, але нічого не підготовлено. Друзья, коллеги, конкуренты, что делаете вы, когда вы приехали на объект, вам оплатили выполнение работы, а фронт работ не готов? Вы выставляете простой, правильно? Так надо делать. То есть вы договорились с заказчиком, пожали руки, все согласовали сроки, заказчик должен выдать разметку, электричество, воду, а тут раз и что-то не хватает. Напишите в комментариях, что делаете вы в подобных ситуациях. Я уверен, что не только у резчиков бетона, у любых исполнителей любых работ бывают ситуации, когда заказчик заказал, оплатил, но не готов. А вторая тема – это резка лестничного марша. Сегодня мы вырезаем 3 лестничных марша, одну промежуточную площадку. Ну, в принципе, все. Наша работа заканчивается на порезанных фрагментах. Они падают на покрышки автомобильные, колеса. Мы их не разбиваем, мы их не вывозим. Мы же профессиональные резчики бетона. Так, схема выполнения. Нарезаем на фрагменты килограмм по 500, не больше, потому что эти фрагменты все-таки падают на плиту перекрытия. И несмотря на то, что мы там подкладываем несколько рядов колес, 1-2 ряда, все равно это какая-то динамика ненужная. И я думаю, что вес в 500 килограмм, он, наверное, ограниченный. В зависимости от длины лестничного марша обычно в эти 500 килограмм попадает 2 ступеньки, иногда 3. То есть мы просто пересчитываем среднюю толщину бетона, умножаем на вес бетона в кубическом метре и понимаем, какой вес фрагмента сейчас будет валиться на плиту. Что мы используем для резки? Естественно, 20-ю стенорезку Hilti. Для отсверливания тех углов, где есть примыкание к стене, нам нельзя зарезаться в стену. А раз нельзя зарезаться в стену, значит нужно пересечение 2 резов отсверлить. Мы используем DD250, 150-ю коронку. И еще один момент. Нам же нужно собрать воду. Потому что снизу паркинг действующий, стоят дешевые очень автомобили, очень дешевые. Воду собираем промышленным пылесосом Hilti. Да, в принципе, все выполняем инструментом Hilti. Какой срок выполнения этой работы? Заказчику озвучено 3 дня. Я думаю, что в 3 дня мы укладываемся легко. Ну, это я так думаю. Тут же есть еще перерыв на обед 2 часа. То есть сегодня есть неготовность заказчика выдать нам фронт работ. Есть перерыв на обед 2 часа. То есть, по сути, рабочий день у нас сегодня уже будет не 8 часов, а 5. Ну, в общем, 3 дня мы, конечно, вложимся. Куда же нам деваться? Уже выбора нет. Мы же IDT. Мы сказали, мы сделаем.
Кстати, у нас 10 лет IDT и 13 лет нашей резки бетона. Первые 3 года мы отработали через СПД, последние 10 лет через IDT. Будем скоро праздновать. Но это видео не попадет. Заставляється 52 года на кузі лазити. Ще нема 52, я Ну буде скоро. Друзья, всем, кто нас смотрит, физкульт привет, подписываемся на канал, включаем колокольчики. Пока.